Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня предлагаю связать вот такую замечательную, симпатичную, очаровательную закладку крючком. Давайте рассмотрим поближе. Посмотрите, какая она нарядная. На моем канале мы уже вязали много закладок. В последнее время что-то мне прям так и хочется их вязать. Все больше и больше. И нахожу разные варианты и делюсь с вами. Все закладки я размещу в плейлисте, так и будет называться, закладки крючком. Можете зайти по ссылке в описании на этот плейлист и найти там другие видео с закладками. Скоро у нас начинается учебный год, День учителя. Я думаю, такие закладочки не будут лишними. И вязать их одно удовольствие, это отдых для души и тела, и для головы. Поэтому вот вяжем такие маленькие приятные вещицы. Так, эту закладку я вязала из ниток лилия, вот беленькие. Сегодня буду вязать лилия молочного цвета. Крючок буду использовать 1 и 2 миллиметра. Я в длину провязала 8 раппортов, и у меня получилась длина закладочки. Сейчас померяем вместе. Вот так. Вот без шнурочка 27 сантиметров. В ширину 6,5. Немножечко накрахмалила ее, но это не обязательно. Можно просто отпарить, отутюжить. И она будет нарядно выглядеть, аккуратненько и красиво. На хвостике сделала такой шнурочек. Мы такие шнурочки уже несколько раз с вами вместе плели. И кисточка. Если вам нравится такая закладка, присоединяйтесь. И в конце видео свяжем вместе такие очаровательные закладочки. Поставьте большой пальчик вверх, не забудьте, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Итак, делаем начальную петлю, набираем цепочку из воздушных петель. Количество петель должно быть кратно 10 плюс 1 воздушная петля. Я набираю 81 петлю, 8 раппортов, 80 и еще одна, 81 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте наберем самостоятельно и встретимся. 80, 81. Все, цепочка готова. Вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема, и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 1 воздушная петля, накид, пропускаем 3 воздушные, 1, 2, 3, и в четвертую провязываем столбик с накидом. Провязали. 1 воздушная, и в эту же петлю еще один столбик с накидом. 1 воздушная, накид, в следующую петлю столбик с накидом. 1 воздушная и еще один столбик с накидом в эту же петлю. 1 воздушная, накид, и в следующую петлю также провязываем 2 столбика с накидом, между ними арка из 1 воздушной. Первый, накид, и сюда же второй. Так, крючок тоненький, непривычно взяла новый крючок, и нужно немножечко приноровиться. Итого 6 столбиков провязали по 2 вот в 3 петли. Далее 1 воздушная петля, пропускаем 3, 1, 2, 3, и в следующую вяжем столбик без накида. 1 воздушная, накид, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, в следующей вяжем
Также 2 столбика с накидом, между ними арка и за одной воздушной, первый, и сюда же в эту петлю второй столбик с накидом, 1 воздушная, в следующую петлю также 2 столбика, так, с накидом, первый, накид, и сюда же второй, 4 провязали, воздушная петля, и в третью петлю следующую провязываем также 2 столбика, первый, воздушная петля и второй, воздушная петля, 3 пропускаем петли, 1, 2, 3 по цепочке, и в четвертую столбик без накида. У нас получается такие полукруги, волны. Все, продолжаем вязать по рисунку, подходим к концу цепочки, и здесь встретимся и перейдем на другую сторону вместе, вяжем самостоятельно. Итак, провязали вот 8 таких веерочков, подошли к концу ряда, пропускаем 3 петли и в начальную петлю провязываем столбик без накида. Одна сторона готова. Далее 1 воздушная петля, и в эту же петлю начальную провязываем еще 1 столбик без накида. Сейчас будем вязать по второй стороне цепочки, аналогично первой стороне. 1 воздушная петля, накид, и теперь в ту же петлю, куда мы вязали вот 2 столбика на первой стороне, провязываем также первый столбик, вяжем симметрично, зеркально, с накидом, 1 воздушная петля, сюда же второй столбик, воздушная петля, в следующую петлю также, откуда у нас выходит следующая двойка, в нее провязываем также 2 столбика, одна воздушная, и в третью петлю также 2 столбика с накидом, между ними арочка и за одной воздушной. Вот, провязали 6 столбиков, 1 воздушная петля, пропускаем также 3 петли, но здесь даже считать не надо, и в ту же петлю, откуда у нас выходит столбик с другой стороны, провязываем столбик без накида, 1 воздушная, и снова вяжем 6 столбиков вот на 3 петлях, в первую петлю, во вторую, в третью. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 6 столбиков с накидом, 1 воздушная петля и столбик без накида, 3 пропускаем, вот куда у нас провязывали мы первый столбик без накида начальный, в эту же петлю, 1 воздушная, и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд, воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, пропускаем 2 арки из одной воздушной, первая, вторая, и в третью арку вставляем крючок под нее, провязываем кластер из 3 столбиков с одним накидом. Итак, закрыли 1 накид, 2 петли на крючке, накид, вставляем крючок сюда же под эту арку, вытянули нитку, закрыли накид, 3 петли на крючке, накид,
И третий столбик с накидом сюда же, под эту арку, не до конца. Закрыли накид. 4 петли на крючке, закрываем. Кластер из 3 столбиков с накидом. Вот такой лепесточек у нас. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в следующую арку провязываем такой же лепесток. Кластер из 3 столбиков с одним накидом. Первый столбик не до конца, второй столбик не до конца и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли на крючке, закрываем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в следующую арку вяжем третий лепесток. Вот на каждом полукруге у нас будет по 3 лепесточка. Третий столбик. Закрываем. Вот что у нас получается. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем 4 арки. 2 на этом полукруге, 2 на следующем. И в следующие 3 арки также провязываем по лепесточку, по кластеру из 3 столбиков с одним накидом. И между ними арочки из 5 воздушных. Первый лепесток готов, 5 воздушных. В следующую арку второй лепесток из 3 столбиков с накидом. Пять воздушных. И в следующую арку также вяжем кластер из 3 столбиков с одним накидом. 5 воздушных. Вот что у нас получается. Все, продолжаем вязать по рисунку. Дойдем до этого края и встретимся. Вместе развернемся. Итак, провязали последние 3 лепестка на этой стороне. Далее идет арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти все арочки у нас по 5 воздушных. Только первая и последняя с каждой стороны по 6 воздушных. Так, и теперь в вершину следующего столбика без накида провязываем столбик без накида. Одна воздушная. Переходим на вторую сторону и в следующий столбик без накида. Вот он первый перед арочкой у нас. Столбик без накида. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И симметрично первой стороне также провязываем по 3 лепестка. И все арки у нас из 5 воздушных. Вяжем самостоятельно и встречаем. Подходим к концу ряда, провязали последние 3 лепесточка, 6 воздушных. Теперь столбик без накида. Вот в следующий столбик без накида. 1 воздушная петля, арочка и соединительный столбик в начальный столбик без накида. Второй ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вот такая красота. Вяжем последний 3-й ряд. Воздушная петля подъема. И в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. В следующую арку из 6 воздушных 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка соединяем с соединительной петлей. Вот выполнили пико. И в эту же арку столбик без накида. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в третью петлю от крючка 1, 2, 3 соединяем. Делаем пико. И еще 3 воздушных. 1, 2, 3.
В следующую арку между первым и вторым лепестком столбик без накида. И снова 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью петлю 1, 2, 3. Соединяем, формируем пико. 3 воздушные. 1, 2, 3. И столбик без накида в арку между вторым и третьим лепестком. Снова 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью петлю соединяем. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем арку между вот двух цветочков. Переходим к следующей группе из 3 лепестков. И также между первым и вторым провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем. 3 воздушные. В следующую арку между вторым и третьим лепестком столбик без накида. И снова 6 воздушных. В третью петлю от крючка соединяем для пико. Еще 3 воздушные. Пропускаем арку. Переходим на следующий цветочек. И между первым и вторым столбик без накида. Все, продолжаем вязать. Доходим до вот этого уголочка разворота. Здесь встретимся и провяжем вместе макушечку. Итак, провязали по первой стороне арки из 6 воздушных с пико на макушечках. Подошли к закруглению. Вот у нас такая комбинация петель. В следующую арку из 6 воздушных столбик без накида. Пико из 3 воздушных. Сделали 3 воздушные, соединяем в третью петлю. И в эту же арку из 6 воздушных еще 2 столбика без накида. И в следующий столбик без накида также столбик без накида. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. Между двух столбиков мы здесь сделали арочку из 1 воздушной. Вот под нее провязываем столбик с накидом. Пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Соединяем. И сюда же в эту арку вяжем еще 1 столбик с накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующий столбик без накида столбик без накида. И теперь в арку еще 2 столбика без накида. Такая корона у нас наверху получается. Далее пико из 3 воздушных. Столбик без накида сюда же в эту арку. И теперь вяжем также 6 воздушных, такую же комбинацию. Все, идем по второй стороне симметрично, первый зеркально. Подходим к концу ряда и встречаемся. Провязали столбик без накида в арку из 6 воздушных. Также делаем пико из 3 петель. Еще в эту арку 2 столбика без накида. В следующий столбик без накида. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. И соединяем в начальный столбик без накида. Вот за эту арку мы будем крепить кисточку. Шнурочек. Все, ниточку закрепляем, отрезаем. Прячем хвостики. Отутюживаем нашу закладочку. Придаем красивую форму. Вот такой шнурочек. Можно сплести косичку, узелок и кисточка.
Вот такие закладки у нас с вами получаются красивые. Если вам понравилось связать вместе со мной, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!